Как мы с детства обучаемся обесценивать себя, останавливать себя, подавлять себя, стыдить себя, предавать себя, бросать себя, не чувствовать и так далее. Мы с самого рождения чего-то хотим, что-то чувствуем, у нас есть какие-то потребности, и мы свободно это проявляем. Мне хочется кушать, мне хочется тепла, мне хочется отношений, мне хочется близости, мне хочется к маме. Я это проявляю, я кричу об этом, заявляю. У меня пока ничего меня не останавливает. И, допустим, если мама меня слышит, приходит, сразу дает мне сиську, обнимает, гладит, она спокойна и так далее, я удовлетворяю свои потребности, я спокоен, я удовлетворен, я в безопасности, мне хорошо, моя личность формируется. Я не обучаюсь останавливать себя. Я обучаюсь, что если мне что-то нужно от мира, я это проявляю, я об этом говорю, и я это получаю. Если же, допустим, в семье какие-то проблемы, с мамой какие-то проблемы, у мамы с настроением какие-то проблемы, с эмоциями, с психикой ее какие-то проблемы, она не реагирует на меня, или она реагирует так, что мне становится страшно. Допустим, ее реакция на мой плач, как ребенка, не подойти, прижать к себе, а наоборот раздражение или стыд, или она начинает даже наказывать, предавать, бросать, уходить, беситься, гневаться и так далее. Что-то, что меня пугает, что-то, что мне грозит смертью. То у меня появляется причина предавать себя, останавливать себя, не чувствовать себя. Потому что если я сейчас буду кричать, если я буду говорить о том, что мне нужно, мои отношения с мамой будут под угрозой. У меня формируется конфликт. То, что я хочу на одной чаше весов, и мои значимые отношения, в данном случае с мамой. И я начинаю обучаться. Какие мои проявления позволяют мне сохранять отношения с мамой, а какие мои проявления опасны для жизни, и мне надо их предавать, мне надо их не чувствовать, мне надо их вытеснять, мне надо предавать себя. Я начинаю заражаться токсичным стыдом и другими токсичными эмоциями. То есть я с самого начала начинаю исходить из того, что то, какой я есть на самом деле, это неправильно, это ошибка, это противоречит моему выживанию, это противоречит моим отношениям с мамой. Например, если мне плохо, больно, обидно, печально, я плачу, я вижу, что от такого моего проявления, от вот этого зова, пожалуйста, помоги мне, пожалей, погладь меня, позаботься обо мне. Мама, наоборот, пугается, отвергает меня, ей плохо, больно, тяжело, она уходит от меня. Допустим, у нее закончились нервы. Я делаю вывод. Эти мои проявления, они ставят под угрозу мои отношения с мамой. Мама меня от этих моих проявлений бросает. Эти мои проявления нужно остановить. Плакать нельзя, печалиться нельзя, звать на помощь нельзя, надеяться на то, что меня погладят, обо мне позаботятся, нельзя. Или, допустим, я обучаюсь защищать свои личные границы. Если что-то меня не устраивает, я начинаю злиться, кусаться, я пробую свою агрессию проявлять. Если, допустим, эти мои проявления встречают, опять же, предательство, бросание, отстранение мамы, я делаю вывод, что злиться нельзя, отстаивать свои личные границы нельзя. Это приведет к тому, что я потеряю маму. Значит, я ставлю под угрозу свое выживание. А это уже импринтный уровень, это уровень выживания. Он очень глубоко. Мое тело меня предает. Мое тело не позволяет мне злиться. Мое тело не позволяет мне защищать мои личные границы. Если я, например, свободно проявляю, что я хочу эту игрушку, я хочу туда пойти и так далее. В ответ на это я встречаю гнев, отвержение, наказание. Я делаю вывод, что я недостоин того, чтобы обо мне заботились. Я недостоин того, чтобы мне делали что-то хорошее. Я недостоин, чтобы со мной были и так далее. Дальше больше. Если я начинаю понимать условия любви, условия принятия, условия заботы, допустим, если ты ведешь себя так, я тебя люблю. Ты, там, мой сын, говорит, например, мама сыну или мама дочери. А если ты другой, если ты не слушаешься, если ты не подчиняешься, если ты балуешься, если ты, и далее по списку, то ты меня предаешь, то мне за тебя стыдно,
и далее по тексту все остальные варианты отвержения, то я делаю вывод, что я должен соответствовать каким-то критериям. Я им не соответствую, это факт. Теперь мне нужно с этим что-то сделать. Если у меня достаточно ресурсов, чтобы подстроиться, я иду по нарциссическому направлению, я отращиваю себе какое-то придуманное картонное эго, какую-то ложную личность, которую я теперь показываю маме и всем остальным. Я такой, я достоин, пожалуйста, любите меня таким. Я становлюсь зависимым от этого образа. Это нарциссический маршрут. Если у меня недостаточно ресурсов, я иду либо по депрессивному, либо по зависимому направлению. То есть я оказываюсь в депрессии, когда я понимаю, что я не такой, любви у меня никогда не будет, я ее недостоин, потому что я не соответствую условиям, я с этим ничего не могу сделать, все, мир теперь такой, мир тлен, мир это страдание, все, я падаю от бессилия, я в депрессии. Либо если я нахожу какое-то внешнее средство, которое добавляет красок в мою жизнь, каким-то образом дает мне немножко ресурсов. Это может быть бутылка, это может быть какая-то химическая зависимость, это может быть зависимость от какого-то действия, которое чисто гормонально меня обманывает. Я себя немножко чувствую счастливее, немножко чувствую опорнее. Я становлюсь от этого средства зависимым. Дальше больше. Я смотрю, как именно ко мне относятся самые близкие. Я смотрю, как именно формируется, что это за отношения, от которых зависит моя жизнь. Как ко мне относится мама. И если мама меня любит, холит, лелеет, заботится обо мне, я потом отношусь к себе точно так же. Если мама не обращает внимания на мои эмоции, я потом не обращаю внимания на свои эмоции. Если мама делает вид, что воспитывает меня, манипулируя мной при помощи стыда, вины, страха, чего-нибудь еще, я точно так же потом начинаю относиться сам к себе. Если моя мама постоянно меня обесценивала, я потом буду себя обесценивать. То есть мои отношения, от которых зависела моя жизнь, становятся тем способом, как я потом к себе отношусь. Отношения с мамой – это отношения с собой. Грубо говоря, моя мама продолжает ко мне точно так же относиться в моей голове всю последующую жизнь. Этот конфликт между тем, что я хочу, и моими отношениями сохраняется. Если вы прямо сейчас в своей жизни понимаете, что у вас есть такие симптомы, такие нарциссические черты, или депрессивные какие-то эпизоды, вам тяжело эмоционально, или вы чувствуете свою зависимость, склонность к зависимому поведению, или вы привыкли себя обесценивать, критиковать, возможно, вы чувствуете постоянное чувство стыда, или чувство вины, или чувство страха, тревожности, то обратите внимание, когда и с кем вы в отношениях научились предавать себя, останавливать себя. Кто к вам так относился, как вы сейчас относитесь к себе? Что это за отношения, которые вы оплачиваете до сих пор такой ценой? И когда вы найдете эти отношения, ради которых вы останавливали и предавали себя, вспомните, что вы уже не ребенок, вы уже отдельный ресурсный устойчивый взрослый человек. И ваша мама теперь тоже отдельный взрослый другой человек. И от ваших с ней отношений теперь не зависит ваше выживание, потому что тогда в детстве это было опасно. Тогда это был вопрос выживания. Там ваш страх был уместен, сейчас он неуместен, вы уже выжили. Я вас поздравляю, вы уже выжили, вы справились, все. Выдыхайте. Теперь вы можете строить новые, другие отношения, теплые, питающие, доверительные, ресурсные, опорные, в которых вы можете быть собой, проявлять все, что в вас рождается, и получать то, что вы хотите.